Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена и Ваня Лайф. Ну вот вы знаете, не хотела я выпускать сегодня этот обзор. Почему? Потому как, ну что там такого необычного? Все как всегда, да? Ну поехали, не поехали на эти Принцевы острова. Но нет, когда я начала смотреть влог Лены, я поняла, что без обзора тут не обойтись. Ну, пока я буду рассказывать, что меня поразило до такой степени, что я прям взялась за этот обзор. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, помните о том, что есть еще у меня телеграм-канал. Ссылочка на него будет в закрепленном комментарии и в описании. Но мы переходим к влогу канала Лена и Ваня Лайф. Кстати говоря, я так и не дождалась влога про день рождения Лены. Поэтому разрешите мне от лица всех моих зрителей и подписчиков поздравить Лену с ее днем рождения. И вы знаете, мне вспомнилось стихотворение советского периода «Расцветают цветы в апреле». Тра-та-та-та-та-та-та-та. Вторую строчку я не помню. Ведь в апреле родился Ленин, вождь трудящихся всей земли. Вот это вот стихотворение мне вспомнилось, и я решила его переиначить слегка так, чтобы оно было не про Ленина, а про Лену. И, конечно же, так как у меня нет абсолютно поэтического дара, я обратилась к своим зрителям и подписчикам. И спасибо им огромное, они откликнулись и помогли. И вот что получилось у зрителя под ником Добрая Мэри. Расцветают цветы в апреле, пахнет травкой зеленой сочной, и Гавриловна с хорошей целью разродилась прекрасной дочкой. Но Елена росла ленивой, лживой девочкой, самовлюбленной, вечно все о себе любимой, лишь себе самопокоренной. Конечно же, хочется отметить творчество еще одной моей зрительницы под ником Альгуша. И Альгуша придумала такое стихотворение. «Расцветают цветы в апреле, весна ликуют птицы, апрель от счастья плачет. Ведь в этом месяце весеннем в Ахе на Сахалине Лена родилась. Она всегда считает, что круче всех на свете. И в Пола Эссен она амбассадор». И осталась в стороне моя зрительница под ником Екатерина Попова. Она придумала такое стихотворение, такую рифму предложила мне. «Расцветают цветы в апреле, в топку Гуччи, Шанель, Диор, ведь в апреле родилась Лена, US Пола амбассадор». Вы знаете, хочется провести аналогию с Лениным. За Лениным пошли трудящиеся всей земли, ну а за Леной пошли те, кто по ее примеру приобрели себе вещи торговой марки US Pola. Ну а возвращаясь к стихотворениям, хочется отметить талант моих зрителей и сказать, что все три варианта мне очень и очень понравились. Ну, а понравились ли эти стихотворения Лене, я думаю, мы об этом никогда не узнаем. Хотя, в принципе, Лена на этом канале, я так понимаю, поселилась и не оставляет без внимания ни один наш обзор. С чего вдруг такие выводы, спросите вы? Ну, а я отвечу. Дело в том, что Лена в последних своих влогах, в нескольких последних влогах, она как бы отвечает мне на мои замечания. И вот в очередной раз я в этом убедилась. Почему? Потому как Лена говорит, вот, говорят, я языка, мол, не знаю. Но нет, видите, я могу ответить. Меня спрашивают, how are you? А я говорю, fine, thanks. И еще Лена знает одно классное выражение. I don't know, I don't understand. Вот, так что я не знаю, я не понимаю. Это Лена знает. Действительно, пару-тройку таких вот расхожих фраз Лена знает. Молодец, Лена. Это что касается английского языка. Но язык той страны, в которой она достаточно частый гость, Лена, как она выражается, не совсем хорошо знает. То есть из этого можно сделать вывод, что в принципе она его знает хорошо, но не особо хорошо. Ну, не знаю. Возможно, догадывается, что ей говорят. Опять же, с ней, возможно, тоже общаются языком жестов. А возможно, ну, я не знаю, ей кто-то там подсказывает. Возможно, переводит на английский. Как-то вот она одно слово на английском, одно слово на турецком, и что-то вроде как понимает, да, общий такой вот смысл. Возможно, и так. Ну, а в принципе, есть же русскоязычные какие-то райончики в Турции. Лена нам об этом говорила. И на русском языке продавцы общаются без всякого, поэтому, да, в принципе, в каких-то таких торговых районах Стамбула, того же самого Стамбула, возможно обойтись без знаний турецкого и английского. Не зря же вот этот самый район Лалели и называют сердцем русскоязычного Стамбула. Ну, вы знаете еще, что меня поразило, что Лена думает, что турецкая денежная единица называется лир. Не лира, а лир. Почему? Потому как проезд на эти острова
стоил 34 лира. Сначала я подумала, мне послышалось, но потом я поняла, что нет, все правильно. Лена сказала лира, а не лиры. Почему? Потому как, когда они ехали обратно, Лена абсолютно четко произнесла: проезд обратно тоже стоит 34 лира. Да, именно А. И вот заплатили они за проезд к этим островам на пароме 34 лира за каждого проезжающего, да. То есть билет стоил 34 лиры на человека. И Лена говорит: вот, мол, вы мне говорите о том, что я все, что я рассказываю, всю информацию беру из Википедии. И прям вот считываю ее практически тут же, да. Не при монтаже, а прям вот читаю. Хорошо, говорит, мол, если вам это не нравится, буду молчать. Опять же, о чем это говорит? О том, что Лена услышала мое замечание и на него вот таким вот образом отреагировала. А возможно, ей об этом самом писали и в комментариях. Возможно и так. И вот Лена рассказывает, что оказывается, на эти Принцевые острова, как ей написали в комментариях, был выслан Троцкий Лев Давыдович, да. И говорит, что вот она сама, мол, не отказалась бы от такой ссылки. Ну, Лен, ты знаешь, ссылка это вроде как хорошее дело, да, если на Принцевых островах, с одной стороны. А с другой стороны, Лена, ссылка остается ссылкой, что ни говори. И в ссылке люди отказываются от чего-то добровольно-принудительно. Ну, в данном случае, к примеру, Троцкий был на острове Биюкада. Да, он был сослан на остров Биюкада. И он должен был отказаться от своей политической деятельности и от публикации книг. То есть какие-то ограничения все-таки накладываются на ссыльного. Интересно подумалось мне, а от чего Лена бы отказалась бы ради того, чтобы, ну так сказать, сослали бы ее в Турцию, да, ради ссылки в Турцию, ради жизни в Турции. Вот так она выразилась, ну как-то странно вообще, я не знаю, как можно быть довольным и радоваться тому, что тебя сослали в ссылку. Это уже ненормально, хоть куда, даже в ее любимую Турцию. Ну, по крайней мере, это странно, очень странно как-то. Лена готова даже в ссылке жить в Турции. Ей ее родной город, ее родная страна, я не знаю, чем так не угодила, что прям вот, да, пусть в ссылке, но в Турции. Странно как-то Лена рассуждает. У нее очень странные какие-то жизненные устои. Проезжает Лена Сосновый лес. Так она об этом и говорит. Вот сейчас проезжаем Сосновый лес. И совсем Лена не знает о том, что Сосновый лес называется бором. Да, Сосновый бор. Но нет, лес. Луна-парк, говорит Лена. Думала Лена, что это парк. Но нет, когда они подошли поближе, оказалось, что это кафе. Кафе, которое называется Луна-парк. Ну, вообще-то слегка странно это, да. Обычно Луна-парк это не парк и не кафе. Это, ну, такое вот что-то развлекательное, да. Аттракционы это. Это детская радость, будем так говорить. Это парк аттракционов. Но не было, кстати говоря, ни парка аттракционов замечено, ни просто парка, где можно было погулять. Просто была какая-то кафешка под названием Луна-парк. Но то, что Лена думала, что это парк, где растут деревья, цветы и кустарники, но никак не могла подумать, что это парк аттракционов. Вот это слегка настораживает. Такое ощущение, что в детстве она вообще не ходила ни в какие лунопарки. Это как-то вот очень странно. И Ваню она, получается, тоже не водила в парк развлечений. И она даже не представляет себе, что Луна-парк это все-таки парк аттракционов в первую очередь. Наконец-то поднялись они в горку. Лена уставшая. Я, кстати говоря, могу ее понять. Могу понять, почему. Я, правда, не знаю, сколько вот я прошла в свое время. Тоже поднималась по похожему подъему к замку. Но я знала, куда я иду, я знала, что я увижу. И ну, я не стояла, как Лена, например, на вершине вот этой горы и не говорила, ну и что тут такого, ну вот и пришли, ну и ради чего мы сюда пришли. Да, красиво, но не более того. Правда, потом Лена стала сейчас говорить, ой, какое море бескрайнее, ой, там вдалеке Стамбул виден, ай, там сейчас дождь идет, он весь под тучами и так далее. То есть я знала, куда я иду, я знала, что я увижу. Ну, приблизительно могла догадаться, о чем будет говорить экскурсовод. А Лена шла, получается, наобум. Вообще. Она даже не имела представления о том, что она увидит на самом верху этой горы. И вот я хочу сказать, что я поднималась к замку,
Достаточно, конечно, был пологий подъем, но очень длинный, и очень много было там тоже поворотов вправо-влево. Очень, конечно, тоже устала. Но это был мой выбор. Да, мне хотелось в этот замок попасть, который на самой вершине горы. Мне хотелось, чтобы мне экскурсовод рассказал, что к чему. Правда ведь? Правда ведь. Мне хотелось фотографии красивые сделать. Ну и ради этого, как в принципе и все остальные экскурсанты, пошли в эту самую горку. Кстати говоря, почему-то как раз в тот момент, когда мы туда собрались с экскурсией, не работал транспорт, который, в принципе, везет обычно людей к этому самому замку, подвозит. Интересно, у Лены такая же была ситуация? Тоже что-то произошло с транспортом? Или, в принципе, там транспорт не предусмотрен? Церковь на вершине этой самой горы. Нашли, они увидели эту церковь. И Лена туда зашла. И подруга Лены, я так понимаю, Оксана тоже там была. Но Оксану мы не увидели. Видели только подругу Лену и саму Лену Крупину. И хоть там был запрет на видео и фотосъемку, тем не менее Лена умудрилась хоть немного, но снять внутри этой церкви, что да как. Вышли они из этой церкви. Повязала Лена ленточку на дерево, ну или на куст магнолии. И говорит, вот, спасибо вам, Оксане. Оксана поделилась ленточкой. Ну, очень интересно. Если Оксана знала о том, что нужны ленточки, скажу больше, Оксана взяла эту самую ленточку. И живут они все втроем в одном номере отеля. Кстати говоря, плюс ко всему номер еще и небольшой. То есть друг от друга вряд ли можно что-то скрыть. То как вообще Оксана скрыла то, что она взяла ленточки с собой, и почему она Лене этого не сказала? Специально, что ли? Мол, я лучше тебя, Лена, да, смотри, у меня есть ленточка. Я подсуетилась, я заранее узнала, что тут нужны ленточки, потому что надо повязать на этот куст магнолии, да, и с тем, чтобы исполнилось твое желание. А ты останешься без выполненного желания, потому что ты его не загадаешь, а если загадаешь, то не повяжешь ленточку. Как вообще и о чем думала Оксана? Просто мне непонятно это. Вроде родные сестры, вот такая какая-то конкуренция между ними. Непонятно это, очень непонятно. Интересно, а была ли эта ленточка у Лены, которая подруга? Возможно, Лена знала, что там надо повязывать эту ленточку. Возможно, Оксана знала. А Лена Крупина не знала, и ей никто ничего не сказал. Ну, конечно, выводы тогда в таком случае напрашиваются сами собой. Выводы отнюдь не радужные. И Лену тогда становится очень и очень жаль. Крупину Лену. С одной стороны. А с другой стороны, это говорит о том, что Лена куда-то идет, абсолютно не зная ничего о традициях и обычаях этой самой местности. То есть Оксана подсуетилась, узнала, прочитала, возможно, да, про эту достопримечательность. Лена, подруга, тоже, возможно, узнала, прочитала. А вот Лена Крупина не узнала и не прочитала. И на месте уже была просто в шоке от того, что она неподготовленная туда пришла. Но спасибо Оксане, она поделилась с Леной ленточкой. Надеюсь, теперь желание Лены сбудется. Уж не знаю я, что она там себе загадала, какое там желание. Весь Стамбул у наших ног, говорят наши 3 путешественницы. На самом деле очень красивый вид открывается, но об этом я говорила чуть выше. Действительно красиво, все здорово. И Лена говорит, вот мы шли когда в эту горку, мы уже сил не имели. А тут вот смотрим, говорит, и ребята везут велосипеды вручную. Думаю, это как? Везут велосипеды вручную. Несколько раз Лена повторила эту фразу. Может быть, если они вручную, то они их ведут, эти велосипеды, да? Но нет, они их везут вручную, что-то новенькое. Один паренек, говорит, он худенький такой, но тем не менее он ехал на велосипеде в эту горку, и, как Лене показалось, весьма легко он это проделал. Хотя, говорит Лена, вообще не было понятно, что он накачанный, что он качок. Но, тем не менее, по его внешнему виду не было понятно. Он молодец, он справился, он на этом велосипеде прям въехал в эту горку, да, заехал на эту горку. Ну и, конечно же, спешили сестры и подруга Лена обратно, вниз. Почему? Потому как вроде как дождь собирается. Мне сразу вспомнилась сцена из мультфильма про Винни-Пуха. Кажется, дождь собирается, кажется, дождь собирается. И вот Лена говорит, если я выдержала подъем, моя нога, мол, выдержала подъем, то спуск по мокрой брусчатке, мол, я не выдержу. Поэтому надо спускаться сейчас, пока еще нет дождя. Финально подумалось мне, значит, в том парке на окраине Стамбула ты
ходила очень долго. Ты оставила Лену, свою подругу, и Оксану где-то на среднем ярусе этого парка сама единственная из вас троих ты поднялась на самый верх, нашла там кафешку, купила себе латте и спустилась вниз к сестрам. И нормально было, нога вообще тебе не болела, все было хорошо. Ну а здесь ты вдруг вспомнила про то, что не-не-не, у меня же нога, я не смогу по мокрой брусчатке спускаться. Поэтому надо сейчас. Ну как-то странненько все. Ну, в итоге, конечно, спустились они к подножию этой горы, и надо ехать на общественном транспорте обратно. И тут Лена выдает, мол, такая оказия приключилась с нами. Закончились деньги. Да, закончились деньги на 2 карточках. И хорошо, что на 3-й карточке было чуть больше денег, чем предполагалось. И благодаря этому смогли оплатить они 3 билета на обратный путь. Именно вот эти самые 34 лира, да, как Лена выражается. Они умножили на 3, и нужная сумма в 102 лира, как сказала бы Лена, да, в 102 лиры у них обнаружилась на одной из карт. Так что Лена говорит, вот, всегда имейте, мол, деньги в запасе. Думаю, ну, Лена, ты же не первый день путешествуешь, ты точно знаешь, что деньги всегда должны быть в запасе, обязательно. А иначе как же? Ты же бывалый путешественник. И на непредвиденные расходы всегда должна быть энная сумма на карте, обязательно. И уж тем более я не могу понять Лену, как она могла позволить себе попить кофе, где-то там вот на вершине горы какая-то кафешка была, попить кофе за 60 лир, 60 лир, и не подумать о том, что у тебя, возможно, вообще денег нет на карте. Не останется денег. Ты даже 34 лиры не сможешь заплатить за проезд. Ну, это очень странно. Значит, на кофе, на еду всегда деньги есть, а на какие-то такие вот нужды, как проезд на общественном транспорте, денег нет. Это как? Как минимум, это какая-то непрактичность. Ну и как максимум, даже не буду говорить, что это такое. Но больше всего меня поразила Ленина математика. Почему? Потому как Лена говорит, вот, на одного, мол, не хватило денег нам изначально, да? И что получилось бы? Что вот 2 поехало бы, а 2 не поехало. Думаю, так, стоп. Если 2 поехало, а 2 осталось, значит, это у вас 4 получается, а не 3. Но, насколько я знаю, вы выдвигались, вас было 3. Там кто-то 4 на горе к вам присоединился? Или откуда 4 появился? И кто это такой? Вот интрига. Лена умеет интриговать. А потом Лена выдает такую фразу. 1 за всех и все за одного. К чему это все? Ну, наверное, к тому, что кто-то один нашел деньги на своей карте и заплатил за всех 3. Но кто был у них 4, я не знаю. Странно как-то, да? Дальше они добираются на пароме, и Лена кормит чаек. На пирсе она увидела кошку какую-то, ей вспомнилась история о том, когда она была совсем маленькая, у них была кошка, и кошка ела рыбу. И Лена поражена этим, говорит, как можно есть рыбу, там же кости. И доходило до того, что кошка съедала прям всю рыбу целиком, несмотря на то, что рыба была большой, а, мол, голову отрезали у рыбы и выбрасывали. А ночью, говорит, если вдруг перед ночью, Лена говорит, не вечером, а перед ночью. Ну, в принципе, логично. Вечер это и есть время перед ночью, да? В общем, если перед ночью, как выражается Лена, мусор не выбрасывали, то было слышно ночью, как кошка роется в этом ведре и вытаскивает себе эту самую рыбью голову. И совсем уж для меня неожиданно было то, что Лена, когда увидела вот эту вот кошку, она быстренько сходила в магазин, говорит, еще 5 минут у нас есть, купила какие-то сардельки. Накормила она кошку, правда, потом налетели чайки и отобрали у кошек вот эти самые все сардельки. Но, тем не менее, сам порыв Лены заслуживает, конечно, отдельного внимания. Тут я могу Лену только похвалить. Я от нее этого не ожидала, но Лена проявила себя с лучшей стороны. Да, молодец. Тут действительно только похвалить. Ну, а дальше что? Добираются они уже домой. И, конечно же, Лена монтирует видео дороги. То есть, по большому счету, отдыха особого у Лены нет. Кстати, а где встреча с производителем одежды? Ведь, насколько мы знаем, Лена ехала в Турцию, и главная цель ее была встреча с этим самым производителем одежды. Но посмотрим, возможно, нас все это еще ожидает, возможно, все впереди. И мы еще увидим, как Лена отпраздновала свой день рождения, главное, где она его отпраздновала. Помнится мне, она говорила, она не особо хочет в кафе или в ресторане отмечать. Все хочется и какого-то единения с природой, желательно турецкой.
понятное дело. И, возможно, еще увидим встречу с производителем одежды. Будем на это надеяться. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.